Привет, девчонки! Давайте мы с вами вместе оформим торт в новогоднем стиле из белково-заварного крема. На этом торте мы сделаем хлопок. Это очень по-зимнему, как снежки такие из белкового крема. Сделаем шишки, сделаем ягодки красно-оранжевые, сделаем маленькие шишечки и, конечно же, очень нежный снежный пион. Пион большой и бутоны пиона. Ну что ж, давайте начнем. Вот смотрите, насадка 123. Она загнута на час дня. Не перепутайте, не надо в другую сторону. Видите, насадка помятая. Она помятая от того, что Надя ее поджала, сделала ее уже. Да. Видеоурок, как это сделать, смотрите, вот ссылочка в описании к этому видео. Затем, 104 очень насадка. Полезная насадочка. 104 или 103. Вот смотрите, и 104 и 103 у меня зажаты тоже. Обе они сделаны уже. Потом нам нужна насадка 59. Из нее получаются очень симпатичные шишечки и красивые хризантемы. Такая вот ляля насадочка. Давайте сразу в бой. У нас крем мягкий, мы только что его взбили. Самое оно для того, чтобы выровнять торт. Плотным кремом, который постоял, выровнять торт гораздо сложнее, потому что крем уплотняется. Вы чувствовали, да, его текстуру, если делали? Сейчас обычными движениями я выравниваю торт, привычными совершенно для работы. В этой же технике, мне кажется, выравнивают всеми такими мягкими кремами. И в том числе и крем-чиз. Если вы не хотите покрытие с крошечками, вот с такими, да, которые с торта попадают, то тогда вы сначала первый слой кладете, который прижимает все крошечки, а затем уже кладете второй слой, который будет совершенно чистым, без всяких крошечек. Шпателем кладем. Значит, основные моменты по выравниванию белковым кремом. Его не нужно делать тонким. Если вы сделаете тонким, он соприкасается с вашим кремом, который лежит между бисквитами, и начинает немного таять. Если тонкий слой положите, то он начнет таять и будут просветы. Если широкий слой, то он там немножко растает при первой, так скажем, где-то первые 5 миллиметров, возможно, при соприкосновении с кремом. Дальше он уже таять не будет. Вот смотрите, сейчас боковинка достаточно гладкая. Чтобы ее выгладить окончательно, если, например, совсем гладкую делать, и верхушечка, видите, вот у нас рябая, чтобы их сделать максимально гладкими, нам понадобится вода. Что делает вода? Она верхние пузырьки и верхнюю часть крема разжижает, то есть верхняя часть крема от нее тает. Вы проводите шпателем и заглаживаете вот эту верхнюю часть, верхний слой крема. Эти пузырики лопаются и сглаживают друг друга. Также на боковинке. То есть вы опрыскиваете, проводите шпателем, мягким или твердым, вот какой у вас есть, да, чтобы было удобно, главное, работать. Проводите, подчищаете вверх и все. Все, тортик выровняли белковым кремом. У белкового крема такая особенность, что нам нужно много пакетов. То есть если из масляного крема глазурь или фасолевой пасты или шантифлекса мы можем обойтись 2 пакетами, то с белковым кремом такого номера не получится. Но хорошая новость, можно брать тоненький пакет. Что мы самое первое сделаем? Мы сделаем венок на торте.
Угу. Нам нужно окрасить крем, который, видите, как держится хорошо. Нам нужно окрасить его в коричневый цвет. Добавляем туда коричневый. У меня здесь 44-й коричневый. Так, ты пользуешься красителями фирмы Credo? Credo, да. А можно пользоваться любыми, в принципе, гелерастворимыми красителями, водорастворимыми красителями, да, гелевыми. Надя пользуется также Americolor, но у нас в местном магазине есть полная линейка фирмы Credo, и Надя ими очень довольна для всех кремов, и для белково-заварного, для масляного, для шантифлекс, для фасолевой пасты и для БЗК. Правильно? Да, правильно. Чтобы сделать богаче, разнообразней торт и красивее, чтобы смотрелся, лучше использовать разные цвета для простых каких-то декоров. Вот, например, у нас будет венок коричневый, мы его будем делать не одним цветом, а двумя цветами. То есть я вот сейчас испорчу один пакет, потом еще один. Смотрите, я одним цветом коричневым окрасила, я беру второй, тут еще в Credo есть два коричневых, этот шоколад темный называется. Вот у нас один коричневый такой красно-коричневый, Марс, а второй нужно сделать шоколадный, такой темный. И мы поэтому еще добавим сюда зеленый и черный. Зеленый нам будет напоминать ветку елки, да, то есть мы примешиваем цвет. И черный для глубины цвета. У нас самый дефицитный цвет это черный, потому что мне все время сложно его купить. Вот видите, другой цвет получился у нас. Этот красный, этот более такой, более шоколадный. Вот в данном случае я добавлю черный. Я, например, наношу на пакет. Наносите пожирнее. Если нанесете очень мало и тонко, то краситель размажется по пакету и на крем не попадет. Укладываем. Отрезаем дырочку. Пока что маленькие дырочки я отрезала, потому что нам нужно уже будет смотреть на месте, как у нас там дело дальше пойдет. Покажи дырочку. Ну вот она тоненькая, видно по тому, какая струйка идет крема. Угу. И теперь рисуем венок. Укладываем. Что-то у вас, если прервались такие круги, ничего страшного, потому что это все выглядит даже более натурально, да, потому что венок состоит тоже из прутиков, которые имеют начало и имеют конец. Чем объемнее вы нарисуете, тем объемнее будет смотреться весь букет. Очень красиво смотрятся именно объемные цветы на тортах, потому что если это все лысо лежит на торте, то это все смотрится так, как будто сверху что-то упало на торт. У меня такие торты бывают лысые, и я потом, прикрыв глаза, смотрю на фотографии этих тортов. Ну, хочется объема, да, на торте, особенно на высоком торте. И теперь у меня вступает тонкий. Тонким я тоже добавляю в венок такие же по кругу, дорисую полосочки. Где-то они, видите, у меня... Чем сильнее вы нажмете на пакет, тем быстрее будет бежать крем. Так как у вас рука не успевает, он будет делать вот такую вот козявку. Вьюнок такой. Вьюнок, да. Естественно, это нужно применять, например, на цветах, когда вы делаете кудрявый цветочек. Если вы делаете палочку или веточку, она тоже может стать быстро кудрявой. То есть не надо эту кудряшку вырисовывать, нужно просто сильнее нажать на пакет. Получается такая вот кудряшечка. Угу. Так, кроме этого, нам нужно нарисовать вот такие вот веточки на венках, которые связывают этот веночек. Угу. Эти веточки как бы друг с другом, как натуральная ниточка, которая перетягивает с одной стороны на другую. Но это девочки тоже без меня прекрасно это знают. Я думаю, они все это классно нарисуют. Потому что я вот на картинку смотрю, как будто прям он деревянный. Ну да, вот еще потому, что разные цвета. Когда у нас два коричневых цвета, именно цветовое разнообразие дает ощущение натуральности. Мне нужен белый цвет.
Хорошо, что он у нас уже есть. У нас очень белый крем. Самый белый крем из всех 4. Ну что нам нужно с ним сделать? Нам нужно его промешать. Мы сейчас с ним делаем то же самое, что могли бы сделать, взбивая очень долго после добавления сиропа. Но я это делаю намного быстрее. То есть вот мы его промешали, крем осел. Теперь он у нас не будет пузыриться, когда будет проходить через пакет. Закладываем в пакет. Так, я сначала отрезаю небольшой кусочек. Пододвину крем, посмотрю, какой он у меня лезет, и отрежу еще. У нас уже есть коричневый пакет. Вот они, оба пакетика у меня здесь. Хлопок состоит из 5 долей. Мы начинаем с первой. Мы сдвигаемся к краю гвоздика, держим, то есть мы не у самого гвоздика держим руку, да, мы приподняли. И надуваем шарик. Надуваем, надуваем, надуваем. Прям большой надувайте шарик. И опускаемся вниз. И загибаем эту как бы пакет под. То есть мы не сюда лезем вниз от гвоздика, а стараемся сделать шарик, поэтому загибаем именно этот крем под основание, чтобы получилась вот такая вот штучка, как шапочка, да, такая вот тут еще не хватает помпончика, и будет шапочка ночная. Вот, сделали одну. Почему мы не завершаем здесь? Потому что как вы белковый крем не будете стараться убрать, у вас все равно здесь останется пипулька. И если эти пипульки оставить, то на вас будут смотреть 5 титечек таких вот. У мужчин только такая ассоциация возникает после общения с Денисом. У меня точно такая же, вообще не говорю. Денис меня испортил, у меня ассоциация точно такие же, как у всех мужиков. Ассоциации на хлопок не будет, короче. Никакой. Не, она им понравится, конечно. Но, мягко говоря. Раз, два. Мы 2 сделали. Теперь делаем 3. Иногда, чем неровнее получается, то есть в звездном порядке можете не стараться сделать. Хлопок — это натуральный цветок. У него тоже доли бывают, одна выше, одна ниже, поэтому не корите себя за это. Не надо делать четко выверенные какие-то пропорции. Единственное, что нужно постараться сделать, сильно не сближать вот серединку, чтобы у вас в серединке оставалось такое вот загадочное пространство. Чем круглее, естественно, вы сделаете, чем меньше будет вот таких волн, тем лучше. Вот мы сделали такую штучку. У нас есть коричневый пакетик, из которого мы можем сделать такие вот, которые держат чашелистники, да, с обеих сторон. Вы можете кисточкой нарисовать. Изнутри тоже буквально 1-2 можно сделать. И у нас получается хлопок. Он очень похож на настоящий из-за того, что наш белковый крем обладает исключительно белым цветом. Я пока ставлю сюда, потом мы все это поставим на торт. Надуваем. Так, я возьму второй коричневый, который темнее, потоньше у меня пакетик. Красота. Снимаем. Делаю поменьше.
Хлопок более мелкого калибра делать удобней. Принцип такой же. Вытягивайте вверх. Чем выше будут ваши цветы, тем больше объема они дадут, тем визуально эффектнее они будут смотреться на торте. Вот, я сейчас для примера сделаю плоский и с титечками наверху. Ну, даже если постараться убрать, ну, он все равно остается, вот смотрите. То есть все равно вот этот загиб, он не разойдется. Его все равно, ну, все равно видно. Как-то тут уж как ни крути. Если вы делаете маленький, то есть вам нужно загнуть, самое главное сделать, и загнуть эти доли под, чтобы он был объемным, чтобы снизу, вверху он должен быть больше, это принцип любого цветка, любого крема. Вверху он должен быть больше, по диаметру шире вверху, чем внизу, да. То есть низ всегда мы звужаем, это самое первое, что вы должны, в принципе, просто осознать и понять, потому что как только вы это осознаете и поймете, у вас сразу начнут руки это делать. Ляля хлопок. Такой малышка. Малышка. Такой ляля-пусенький. Так, нам 4, давайте сделаем 5. Вот какие-то неровные, несуразные хлопки смотрятся очень интересно на торте. Это все добавляет какой-то живости, природности. Так, все сделали. Давайте сделаем такой нежно-голубой пион. Цветок. На самом деле мы делать будем пион, но на нем не написано пион. Мы сделаем цветок стилизованный под зиму, окрасим его нежным голубым цветом. Он будет полностью напоминать зиму. Мы постараемся сделать такой цветок без серединки, он будет полностью одним цветом сделан. И он будет пышный, с раскрывающимися лепестками, чтобы у нас было полное ощущение пушистости и снежка. Идея есть, попробуем сделать. Возьмем бирюзу. Бирюза есть бирюза. Прям под цвет лопатки, смотри. Ага. Так, пока вы замешиваете, вы можете посмотреть, приложить лопатку к торту, к цветам, которые вы уже сделали. Покажи еще раз. Ну, то есть вы присматриваете цвет. Вот я думаю, темнее мне сделать или светлее. То есть я сюда приложила, как это будет, каково это будет торту, если я сделаю таким цветом. Насадка 123. Вот она, вот изогнутый лепесток у меня где-то для пиона. Так, смотрите, мы делаем основу. Я сейчас делаю очень простые движения, которые вам позволяет, точнее, делать белковый крем. Насадка, низ насадки у меня преимущественно затыкается под цветок. Верх насадки загибается на цветок, а потом опускается все это вниз. Это основа движения пиона, лепестка пиона. Он получается с небольшими подрагиваниями, как бы вы не хотели ровно сделать, подрагивания останутся, и это как бы формируется рисуночек лепестка пиона. Из этого движения собирается любой бутон. То есть, в принципе, это уже вот готовый бутон. Если ему сделать сейчас очертания, да, листвой, то все, бутон готов. Разнообразить бутон можно лепестком, добавив его, открывающимся лепестком сбоку от бутона, потому что это очень характерно для пиона. Но что у нас есть? У нас есть серединка, в которую хочется заглянуть.
из белкового крема мы не можем налепить близко-близко лепестки к лепестку, потому что это белковый крем, ему нужен воздух для того, чтобы был объем, потому что крем непрозрачный. Теперь я рисую высокие лепестки, опять же я даю им воздух. Обратите внимание, внутри цветка бирюзовый цвет стал более интенсивным, чем снаружи. Да? Естественно, свет падает, и вот эта тень делает наш бирюзовый крем более ярким. Так как мы хотели делать что-то вроде пушка, то мы добавляем еще большие лепестки, и потом уже... Денисочка, где моя держалка? Держи. Вот я твой кубик. Вот я выполняю роль кубика, держалки для гвоздика. Если вдруг у вас нет держалки для гвоздика дома, даже вот такой, как я, то втыкайте в буханку из-под хлеба, в чашку с сахаром. Ну, в общем, придумайте какое-нибудь местечко. Так, и теперь видите, у нас какое поле работы есть. Большие лепестки у нас сделаны. Теперь мы делаем на этих больших лепестках маленькие лепесточки таким же движением. Ну, цветочек у нас распушается при этом. Можно сказать, волшебным образом. Ой, смотрите, какой пушистый стал вдруг. Класс. Прям главный герой. Да. Запросто может им стать. Я прям очень люблю большие цветы. Прям я ничего не могу с собой поделать. Мне нравятся большие цветы. Потому что ты, наверное, большая. Да, наверное. Да, мне поэтому ты и стала моей женой. Это уже большое. Я заметил среди других. Да. Какая красота. Ну, как красиво. Уже можно ничего на торт и не класть. Так клево. Да, торт так съедим. Но с белковым кремом очень вкусно кушать торт, поэтому мы все-таки доукрашаем. Давайте сделаем бутон. Один, а может быть даже два. Вот, я делаю, да, казалось, это просто такие обычные движения, не продуманные, но на самом деле это уже я быстро делаю, потому что технику наработала. Я очень стараюсь в каждом мастер-классе сделать так, чтобы вы эту технику тоже наработали, потому что это позволит вам быстро делать. Так, вот бутон. Снежок, да, кругленький, но тоже объемный. Он вытянут у меня, все бутоны все равно вытянуты вверх, чтобы был объем. Главное серединку оставлять, чтобы было куда заглянуть. Пару лепестков добавили к бутону, и он сразу оживился. Так, а ты обычно еще зелень сразу на состав делаешь? Ну, здесь Новый год. Новый год, зелень там как бы не очень, да? Да, тут более стилизованный торт, поэтому здесь нужно не переборщить зелень. Тут у нас зелень будет, но она будет в качестве как бы листвы на венке. Я сейчас думаю, какого цвета делать шишки. Возьмем вредный 48-й, у него шоколадный оттенок. Цвет для шишки. Возможно, она у нас просто будет нежным шоколадным таким цветом сделана. 59-я насадка. Она такая же, как 123-я, только маленькая. Добавим в пакет бордовый, 15-й. Это один из самых важных цветов, потому что благодаря этому цвету вы можете сделать любой цвет натуральным. Мы будем делать шишечку, насадка 59-я Атека. Шишечки будем делать как минимум двумя способами. Так, мы делаем вот такие вот небольшие лепестки. И посмотрите, как у нас получается очень красиво, несмотря на то, что у нас пакет дырявый. Видите, тут крем лезет. Мы делаем вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. У нас внешняя сторона, видите, вот она, линия идет по внешней стороне лепестка, насадочки. И внешняя сторона лепестка у нас, соответственно,
окрашивается. Это не лепесток, это чешуйка, это же шишка. Чешуйка, это же шишка, поэтому это чешуйка. Это же шишка, какие шишки, не лепесточки. Самый главный секрет объемной шишки. Нужно сделать небольшое основание, потом последующие 2-3 ряда делать широкими, в зависимости от того, какой высоты у вас шишка. Сейчас этот ряд закончишь, покажешь? Да. Видите, как мы разъехались, да, в сторону, мы начали. Покажи. Ага. Мы начали с середины гвоздика, а сейчас мы уже свисаем со всех сторон. Теперь мы пойдем звужаться. У нас ряд идет, идет и начинает потихоньку на сужение мы идем. Такая нехилястая шишка такая. Да, ты так с размахом сделал. Да, делать так делать. А смотрите, какая серединка красивая. Шишка так шишка, да? Аппетитная. Смотри, как красиво внутри. Угу. Немножко мы сейчас вверх выстреливаем, да, то есть у нас угол поменялся. Какой-то зритель у нас появился. Закрываем домик сверху. Угу. Слушай, шикарная шишка, такая нарядная. Нарядная шишечка. Вот, и нам нужно ее красиво еще закончить. Самая большая проблема обычно. Ой. Классная шишечка. Такая прям праздничная, как елочка. Класс. Ага. У нас большая шишка. Такая красивая большая шишка. Такая. Так, еще вариант шишки. Мы делаем лепесточки, как у хризантемки. То есть мы с середины, ну мы только делаем, да, сначала растут лепесточки нижние, а потом уже верхние. То есть не серединки мы начинаем делать, а снаружи. В данном случае эти рядки растут по тому же принципу, что и мы собирали предыдущий нижний ряд, самый узкий, потом мы идем на расширение, и потом мы потихонечку начинаем задирать края и сужать круг. Такая шишечка получается. Красота. Это сосновая у нас шишечка такая получилась. Со средней полосы России. Весь лес таких шишечков. Видите, у нас уже краситель, который 15-й мы с вами укладывали, весь израсходовался практически на большую шишку. Красивый перелив. И так дальше мы можем, нам нужно еще примерно одну шишечку сделать. Да, то есть небольшую мы сделаем шишечку.
Еще немаловажно научиться крутить гвоздик, так, чтобы вы не прерывались в самый ответственный момент. Чтобы вы вот такой прям лепесточек надо положить, а у вас кручение уже никуда не крутится уже дальше. То есть хорошо сидите, прямо с чем-то заняты таким, что руки свободны, и крутите этот гвоздик. Туда-сюда, туда-сюда, да, как спиннер. Маленькая кругленькая шишечка. Что ты делаешь? Совсем маленькие шишечки сейчас еще сделаю, чуть-чуть. Такие они хорошо, все, мелочь всегда хорошо смотрится. Просто закручу таких вот малышей. Посмотрим, пригодятся они или нет. Ножницы постаралась. Окрашиваем зелень для нашего зимнего торта. Самое первое, что мы сделаем, это зелень елочную. Такую, которая бывает на елках. На елках она темно-зеленого цвета. Я взяла сначала 42-й зеленый электро. Ярко-зеленый, да? Да, я его всегда вначале беру, а потом уже заглушаю разными оттенками. По порядку пойдем. Вот мы взяли зеленый. Я знаю, что мне нужен темный оттенок, поэтому я сразу добавляю туда капельку коричневого, для того, чтобы у нас был приближенный оттенок, да, к нашему торту, к нашему венку. Добавляю темно-зеленый. Есть вот такой классный цвет, темно-зеленый. Лаурель называется, по-моему. Америколор, да? Да, в Америколор он такой черный, он такой черно-зеленый. Если его нет, добавляйте просто черный. Очень неплохо получилось, прям сразу. Красивый цвет. Нам нужно его приложить, посмотреть, как он смотрится. С шишками хорошо. Ну, с этой зеленью более-менее допустимо, но у нас будет еще холодная зелень, поэтому все нормально в этом плане. Вот я капнула крем, темно-зеленый, точнее, цвет. Все, капнула сюда, укладываю крем. Теперь могу насадочку подвинуть так, чтобы мне эта зелень красиво смотрелась, чтобы она попадала, да, на ту сторону, которая сверху будет видна именно при работе насадкой на торте. Это 125К, одна из основных насадок, 125К или 124К. Мы будем выкладывать зелень прежде, чем цветы. То есть мы двигаемся вот так, выкладываем вот такие вот листики. И мне нужно, очень крайне необходимо, чтобы зелень была видна. Вот. И вот мы вот так вот выкладываем. То есть нам, ой, видите, очень кругло получилось. Мне нужно вытянутые лепестки, вытянутые листочки. Вот они лежат в одну сторону, потом они лежат в другую сторону. Теперь нам нужен еще один пакет с более холодной зеленью.
делаем зелень для торта более холодного оттенка. Миску мыть не надо, потому что здесь уже есть зеленый, но все равно будем это все смешивать. Для того, чтобы сделать холодный оттенок, нам в зеленый достаточно добавить бирюзовый, то есть любой холодный оттенок. Собираем точно так же. Добавляем сначала зелень. Это что? Это 42-й зеленый электро. Я добавила то есть ярко-зеленый, темно-зеленый. Да, просто у меня темно-зеленого мало. Я, чтобы его не тратить лишний раз, я добавляю черный. Угу. Чтобы просто зеленый сделать, который потом можно сделать темным. Но нам же изначально нужен зеленый. Теперь мы добавляем сюда бирюзу. У нас получается холодный оттенок зелени. Так, ну сейчас мне не сильно нравится, я, наверное, сделаю его более светлым. Я просто беру белый, беру часть зеленого, замешиваю, добавляю бирюзу. Угу. Что ты хочешь, чтобы с чем сочеталось? Так, ну... Чтобы как-то не бросалось в глаза, да, слишком ярко? Мне надо, чтобы это было прям красиво и эффектно. То есть, вот, может быть, так лучше. Я возьму еще белый, сейчас, минуточку. Ну, важно тоже посмотреть. Мы да, тоже я хотим. Знаю, простите, мне просто не нравится. Мы тоже хотим посмотреть. Инстинктивно стараюсь показать. Сейчас. Вот, мне вот этот цвет нравится. Как-то мне он больше импонирует. То есть тут, видите, получается, кучу всего намешала, но в итоге выбрала более белесый цвет. Вот такой. Ну, как покажи. Вот. Теперь мне нравится. Ага. Из этого пакета мы делали пионы. Я думаю, что сейчас вот этот белый, который испачкает наш крем, будет удачно смотреться. Я переставила насадку, вытащила 123, поставила 124К. Закладываю сюда вот эту ложку столовую крема из 3, которых мы замешали. И теперь я делаю зелень еще, то есть другого цвета зелень. Добавляю сюда. Ты уже задала направление торту, да? Нам уже понятно, где будут цветы лежать. Есть. Но у нас, скорее всего, и с другой стороны тоже будет лежать, но пока что вот это основное у нас уже есть. Все равно, конечно, мы придерживаемся задумки, да, которую вы себе придумали, но часто получается совершенно другое, не то, что вы ожидали. Я беру главный цветок и ставлю его на торт. Ну все, в принципе, можно больше ничего не добавлять. Мне уже нравится. Так, теперь что мы берем? Мы берем... Нам сейчас нужно выбрать, что мы рядом поставим. Либо хлопок мы ставим рядом, либо шишку. Если не можете выбрать так визуально, то подставляйте рядышком. С какой стороны вам, что вам больше импонирует, шишка или, например, хлопок. Или мы сюда, например, ставим хлопок, или сюда примеряем хлопок, и теперь шишку примеряем сюда, а потом сюда. Ну, наверное, интересней, контрастней, да? Мы поставим сюда шишку, поставим сюда шишку, вот так. Сюда поставим. Ага, понятно. То есть мы сюда ставим. Тебе что-то понятно, да? Да, мне стало понятно, что цветок, бутон вот этого же цветка с цветком рядом смотрится так, что они сливаются. Поэтому мы ставим хлопок сюда. Не забываем, что у меня еще маленькие ягодки будут. То есть маленькие ягодки. Здесь маленькие ягодки, здесь, возможно, маленькие ягодки. Хлопок у нас еще остается. Мы сейчас создаем основную композицию. И мы дальше идем. Мы делаем как бы промежуток, здесь мы оставляем нетронутым, и украшаем, действуем дальше. Что у нас еще есть? Шишка большая.
шишка, фывка, шишка, которая лучше будет смотреться даже полубоком, шишка, шишка и, конечно, цветочек. Классно. Шишка, цветочек, небольшой хлопок положили. Так, цветочек здесь у нас как-то висит. Мы его отсюда уберем и можем переставить, если надо куда-то вот сюда, например. Так, композиция лучше. Сюда можно маленькие шишки поставить и закрыть потом небольшим количеством листвы. И ягодки у нас еще будут. Так, теперь я пошла подготовлю ягодки. Еще и листву мы добавим. Так, окрашиваем ягоды. Я взяла столовую ложку белкового крема, добавила красный насыщенный. На самом деле нам нужен любой красный, так как это Рождество. Нам нужен красный цвет, но такой вот красный, естественно, мы не можем сюда положить, получится полная ерунда. Покажи. Ой, какая пошлость. Да, я правда не понял в чем плохо. Понятно. Но я тебе доверюсь. То есть такой мы не можем положить цвет, поэтому нам нужно его приглушить, заглушить, прибавить ему насыщенность, натуральность и глубизну, если можно так сказать. Я добавила 24-й фуксия. Это немножко охладит этот теплый цвет. И, конечно же, мне придет на помощь наш бордовый 15-й. В любых красителях он есть. Там написано либо бордовый, либо бургундский, либо и бордовый, и бургундский. Мы добавляем этот бордовый, и наш цвет потихоньку сходит на нет. Становится более благородным. Да, становится более благородным. Зимние ягоды, они всегда, у них такой уже потрепанный вид слегка. Зимняя ягода, она на то и зимняя, у нее красивый такой винный оттенок. Что мы делаем? Мы еще приглушаем коричневым эту ягоду. Прям берете и из пакетика добавляете цвет. Так, смотрим, что у нас получилось. Уже лучше, видите, такой типа брусника рябина. Рябина мороженое да. Такая. И теперь фуксию добавляю на пакет. Он будет без насадки. Я добавляю фуксию на пакет с одной стороны. Что мы делаем? Мы в нужных местах, интересных самых, добавляем эти ягодки, ищем, куда бы добавить. Ну, вот здесь вот очень красиво будет серия ягодок смотреться. Мы надуваем шарики. Раз шарик. Два шарика. 3. 4. 5. 6. И еще вот 8. Прям да, такие бруснички. 8 брусничек получилось. Но сейчас дальше, чем светлее они у нас будут. Здесь, например, 1, 2, 3 крупных добавлю. Вот сюда обязательно. Здесь уже бачок оранжевый пошел. 2, 3. Здесь он смотрится оранжевым, но у нас такой, да, мы помним, красно-оранжевый такой цвет.
как глянцевые из-за того, что краситель присутствует. То есть вот из-за этого красителя, который мы нанесли, получается на ягодках глянец. Целый рот положим. Вот у нас ягодки в арсенале, листва у нас еще в арсенале имеется. Вам верится, что это из белково-заварного крема? Не знаю, мне не верится. Хотя я вроде тут присутствую, но мне кажется, что что-то тут не так. Так, вот сюда еще ягодки можно положить. Это короткие лепестки. Коричневым цветом мы тоже можем делать всякие шишечки, точечки. То есть об этом не нужно забывать. То есть какие-то вот такие штучки мы тоже можем делать. То есть кто нам это запретит, да? Где-то что-то подчеркнуть, например, мне не хватает какой-то округленности. Листву я уже не могу положить, но я вот эту округлость могу добавить ягодами или могу добавить какими-то желтым кремом, сделать желтые цветочки. Это на любых других кремах. То есть вот этой мелочью вы можете подправить форму, направление. То есть вы сделали полуовал какой-то, у вас получился не очень овальный овал. У вас вот тут цветок выпирает. Но вы мелочью как-то сгладьте вот этот вот, чтобы это все вот смотрелось более эффектно, более сглаженно. Вот видите, мы направление сюда еще дали, да, вот этими ягодками. То есть практически соединили. И вот сюда мы еще добавим ягодки. Вы можете из коричневого пакетика сделать глазик, если получится, сейчас посмотрим. То есть это вот такую штучку. Или черным красителем с кисточкой. То есть вы либо делаете ягодкам направление, куда вот они смотрят, либо вам нравится это, либо нет. Если вам это не нравится, значит действительно не нужно вашему тортику. То есть вот такие вот еще можно, да, делать штучки. Класс. На ягодках. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился этот эфир, запись эфира. Качество картинки может быть не очень, но суть идеи наверняка вы уловили. Спасибо вам за пальцы, спасибо за подписки, спасибо, что рекомендуете нас своим друзьям, девчонкам, всем мастерицам, кондитерам, мамочкам, всем кудесницам. Спасибо за ваши комментарии. Посмотрите, здесь YouTube накидал вам видео для просмотра. И все, всего вам доброго, пока-пока. Пока-пока.